Привет! Сегодня у нас будет топ охотников, исходя из пикрейта на китайских серверах. Сегодня мы не будем говорить о конкретном винрейте этих персонажей, хотя некоторые интересные случаи есть. Возможно, в отдельном видео у нас будет топ охотников по винрейту. Начнем с единственного охотника, у которого пикрейт ниже 1%. Это наш дед. Да, охотник все еще не популярен, и в этом топе у нас есть козел, так что у архитектора ниже пикрейт, чем у последнего охотника. Почему архитектора не пикают? Он сложный. На некоторых картах играть за него полнейший ад. У архитектора 0,9 пикрейт, и следующий охотник у нас имеет 1,2 пикрейт. Это как раз наш новый охотник. У него также банрейт, то бишь банят его в 30% случаев, так что не взлюбили этого охотника. Следующие два охотника имеют пикрейт 1,4. И в принципе ожидаемо, что они здесь находятся. Это у нас паучиха и клоун. Для меня удивительно, что рипер не среди них. Следующий охотник имеет 1,6 пикрейт, но при этом 40% банрейт. Это также относительно новый охотник, тень. Да, тень хейтит, ее нервит, так что в принципе ожидаемо. 1,6 пикрейт имеют охотники Робби и Бонбон. Да, на данный момент они не так уж часто встречаются. Хотя когда-то Бонбон встречался прям очень часто. Следующий тир. Охотники, которые имеют пикрейт 2 и выше процента. Это, на удивление, кошмар. Ну, кстати, кошмар иногда встречается у меня в катках. И, кстати, против рандомов, в принципе, он неплох. Что-то майнеры кошмаров знают, что они быстро убивают рандомов. Потом эти рандомы проигрывают кошмару, идут мне в комментариях, пишут, насколько они хороши и насколько я не прав. Самое забавное, что они мне это пишут под видео топ охотников подписчиков, топ по китайским серверам, теории, против кого новый охотник будет хорош. Ну, то бишь не видео с моим топом персонажей. В принципе, свои топы я уже не знаю, сколько лет не делал. Ну ладно, кошмары, продолжайте их унижать. Идем дальше. 2.4 пикрейт имеет Лео. В принципе, когда встречаешь Лео в катке, на нем играет либо какой-то новичок, потому что у него еще нет других охотников, либо это сразу профи, который знает каждый баг за этого охотника, как нанести сразу 2 удара, как правильно использовать свои куклы, где лучше их ставить. В принципе, как и архитектор. Вот встречаешь Лео архитектора в катке, лучше ливать сразу. Следующий охотник у нас 2.4 пикрейт, имеет клерк. Хороший охотник, сложно играть, неудобный на ПК. Сильный охотник. Дальше у нас идет два охотника, у которых 2,5% пикрейт. Они, кстати, вышли в одно время. Это Undead и Колесо. Интересная компашка собралась в этом тире. Последний охотник, подходящий к этому тиру, это у нас Воск. Мне нравится этот тир на самом деле. Но ни за одного из этих охотников я не играю. Следующий тир. 3% имеют 3 охотника. Один из них почему-то фотограф. Столько охотников были популярны в свое время. Например, паучиха была мета, из-за нее частенько играли Бонбон, Воск, Колесо. Были времена, когда достаточно часто эти охотники встречались в кадрах. Но некоторые охотники все еще популярны. Фотограф все еще имеет 3% пикрейт. И это мы еще не пришли к Риперу. Но да, я напомню, что это тир-лист по пикрейту, а не по винрейту. Потому что в прошлый раз, когда мы делали тир-лист по пикрейту и винрейту, по винрейту намного логичнее был тир-лист, если вы помните. Следующие два охотника, которые также имеют 3% пикрейт, это у нас скрипач, олень. А олень, кажется, у нас в прошлый раз по пикрейту был в топ-2. Фига, все изменилось, вы ожидали этого? 3,7 пикрейт имеют два охотника. Осьминог. Скульптор. Я лично, кстати, осьминога из скульптора почти не встречаю в катках. Особенно осьминога. Скульптора еще могу когда-то увидеть, но прям осьминога не вижу. 3,8 почему-то имеет пикрейт Рипер. Кто знает почему. Из-за этого его и не реворкают. Возможно, удивительный факт, но из всех охотников у Рипера худший винрейт. 3,9 пикрейт имеет два охотника. Это у нас Мэри и Наяда. Но мы все понимаем, что ради скинов играют за Рипера. Он модельной внешности, у него самые привлекательные скины, так что, наверное, из-за скинов у него выше винрейт. Мы идем в тир
4 и выше процента. Первый охотник имеет 4% пикрейт, это у нас ведьма снов. Кстати, из сложных охотников она выше всего находится, за нее чаще всего играют. Все архитектор, клерк, колесо, все находятся намного ниже. На удивление 4,3% пикрейт имеет ящер. Здесь я, наверное, что-то упускаю, потому что я, в принципе, особо ящеров не встречаю. 4,8 пикрейт у нас имеет отшельник. О, это первый охотник, за которого я играю. Да, я не майнер охотников, так что мой пул охотников небольшой. Как только они добавят какое-то замедление декодинга другим охотникам, возможно, я задумаюсь над тем, чтобы за них играть. Дальше у нас идет ЧБ, у которого 5,3%. Дозор имеет 5,4% пикрейт. Дозор это также охотник, которого, я думаю, я бы мог пикнуть. Неплохие позиции моих мейнов, если я их могу так назвать. И последний охотник в этом тире у нас Гейша. Забавно, что Гейша и Отшельник находятся в одном тире, но у Отшельника на 10% выше винрейт. Кстати, если вам интересно, топ-3 охотника по винрейту это Архитектор, Клерк и Отшельник. Так что поздравляю майнеров этих охотников. Топ-2 охотника. Стоп. Я забыл про Спектора. Не переживайте, он не находится в SS тире. У нас Отшельник имеет 3% пикрейт. У нас осталось два охотника, у которых пикрейт 7,3% и 7,8%. Это намного выше пикрейт, чем у всех остальных охотников. Первый охотник это Анна. Интересно. И следующий охотник это, как ни странно, певица. Напишите, за каких вы охотников играете, это какие-то популярные охотники, или если вы мейнер архитектора, отзовитесь. Я вот мейнер акробата. На этом все. Пока.